Приветствую вас на моем канале, с вами Назарий. Сегодня мы будем делать вот следующий рендер. Мы будем использовать Geometry Nodes, поэтому приготовьтесь. В целом не так уж и много их здесь будет, но я покажу, как можно достаточно удобно сделать подобный вот набор из данной вот геометрии, чтобы это не занимало много времени и было достаточно удобно. Изначально для нашего же удобства нам следует создать, собственно, сами формы, которые мы будем размещать. Мы должны сделать их достаточно такие универсальными по размеру, поэтому давайте, собственно, с этого-то и начнем. Давайте будем делать все относительно размера куба, который мы вот здесь вот и создаем. Давайте вот здесь сделаем инсетик вовнутрь, возьмем какую-то вот подобную форму, сделаем, нажмем X, чтобы удалить фейсы. Так, затем я включаю, как всегда, Screencast Keys, чтобы вы видели кнопочки, которые я нажимаю. И создадим таким образом нашу первую форму. То есть мы вот здесь вот все нажмем F, 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 и по всем сторонам мы здесь, собственно, заполнили эту пустоту. Далее мы скроем эту геометрию, она у нас уже готова. И давайте сделаем цилиндр. Ну, в принципе, его мы менять ничего особо не будем, мы только сделаем Shade Smooth. Накинем модификатор в Normals, который называется Smooth by Angle. И, в принципе, нам вот такого вот цилиндрика будет достаточно. Я думаю, что мы можем нажать Shift-D, чтобы его продублировать. Вот этот мы скроем, с которым мы только что работали. А здесь мы его разрежем просто пополам, чтобы сделать из этого интересную форму. Так, как мы это сделаем? Мы возьмем вот тут J соединим. Затем снизу тоже J соединим, чтобы в целом у нас была вот такая вот отдельная форма. Давайте я вот так возьму с вот этими вот вещами. Вот здесь. V. Так, V на клавиатуре нет. Давайте лучше вот так вот. V, чтобы мы вот могли отрезать вот этот вот кусок, по сути. Нажимаем L. И мы можем выделить только ту часть, которую мы отрезали. И давайте ее приподнимем примерно вот так вот. Затем Shift-Alt выделяем вот эту сторону, заполняем, нажимая F. То же самое здесь. И вот так вот мы, собственно, это и сделали. Сразу же для теста я бы хотел накинуть bevel, потому что мы будем потом bevel применять. И, ну да, вижу, что это никаких проблем не вызывает. Давайте изначально уже сделаем как такой эталонный объект, который у нас вот здесь вот будет. 0,3, наверное, достаточно много. Давайте, может быть, 0,15. Subdivision Surface. Так, и, наверное, все-таки еще больше, потому что Subdivision съел немножечко нам краев. Вот. Так, и такая вот форма у нас, собственно, получилась. Но так как я люблю вот так вот делать обычно, давайте сделаем inset, чтобы не было никаких потянутостей. И таким образом мы создали еще одну фигуру. Давайте ее скроем, нажмем H. Так, в целом, какую еще форму мы можем сюда накинуть? Давайте добавим какой-то конус. Может быть, мы потом от него избавимся, но пока что это такая форма, которая нам может пригодиться. Ctrl-Shift-B для верхней вот этой вот части, потому что я не хочу, чтобы у меня здесь был такой вот острый уголок. Shade Smooth. Затем Bevel. Уменьшим количество вот этого Amount. Затем давайте Subdivision Surface. Так, здесь надо добавить, опять же таки, Smooth by Angle. Так, но перед... Ну-ка, давайте, может быть, вот так. Нет, так он плохо работает. Больше Subdivision. Так, вот тут я делаю Inset вовнутрь. Вот, таким образом мы получили вот такой вот ровненький, гладенький конус. Нажимаю H, чтобы скрыть его. Так, что еще мы можем, в принципе, здесь сделать? Давайте обычный куб тоже пусть у нас будет. В принципе, у нас же вроде бы нету обычного куба. Вот. Хотя лучше даже вместо обычного куба мы возьмем тот, который мы изначально сделали. Вот этот вот. Shift-D. Этот скроем. А здесь мы внутри возьмем вот эти вот ребра. Ctrl-B. Нажимаем C на клавиатуре, чтобы оно не вылезало за, ненужную нам территорию, да. И добавим много сегментов, чтобы просто, я думаю, лишний раз Subdivision не накидывать. Shade Smooth. Затем Bevel. Затем Smooth by Angle.
Вот, так, и с бевелом у нас тут, я так понимаю, беда. Но тут надо взять AM by distance, чтобы убрать те вертексы, которые были слишком близко. Вот, и amount все-таки надо уменьшить. Накинуть больше сегментов. Давайте скроем этот объект. Я бы хотел вернуться к нашему вот этому вот цилиндру и взять чуть-чуть выше, поднять вот эту вот деталь, чтобы просто были более отчетливые изменения. Далее создаем куб, и давайте возьмем вот это ребро X, Dissolve Edges, и у нас получилась еще одна вот такая вот интересная фигура. Теперь я все фигуры вот здесь вот, собственно, показываю, и хотел бы взять... Давайте даже не все, потому что не все мешают. Хотел бы взять какую-то эталонную вот эту вот фигуру, на которой у нас есть модификаторы, пусть будет вот это. И шифтом выделяю, Ctrl-C, Copy Modifiers. Все, мы скопировали вот этот модификатор, вот эту фигуру можно спрятать. Есть ли у нас еще такая же? Так, это что? Это конус. В принципе, конус мы не трогаем. Вот, сюда тоже Ctrl-C, Copy Modifiers. Если у вас нет этой менюшки, я просто не помню уже, это с помощью модификатора, или, точнее, с помощью аддона она добавляется или нет, называется Copy Attributes Menu. Поэтому, да, если у вас такого нет, то найдите этот аддон. Он в стандартных вот настройках. Так, и сюда то же самое. Ctrl-C, Copy Modifiers. Так, все есть. Давайте спрячем. Так, и вроде бы... Такой... Что здесь? Ага, для вот этой вот формы нам Subdivision не нужен. Вот, потому как у нас тут только вот эти вот штучки. Так, ну-ка, если 60. Нет. Ну, здесь я попробую выбрать... так, профиль arc. Он просто получше чуть-чуть делает именно сами вот эти скругления. Но вот здесь он, наверное, не подойдет. Но первый вот этот вот meter out, он лучше работает с арком. Так, далее что? Вроде бы все. Для всего, да, для всего накинули мы модификаторы. Давайте возьмем, создадим отдельную коллекцию. Мы так выделяем вот эти все объекты. Нажимаем M на клавиатуре, нажимаем новая коллекция. И давайте просто назовем ее Objects, условно. Так, я подниму чуть-чуть выше микрофон, чтобы вы не слышали гул клавиатуры. Вот так вот. Все, и дальше мы работаем в основном вот этом вот, в основной нашей коллекции. Мы создали наши объекты, добавили на них модификаторы, теперь мы можем создать, собственно, plane, и давайте его заскейлим в 5 раз. Пока что попробуем вот так вот. Затем переходим в Geometry Nodes. Так, и тут мы делаем что? Нам нужно создать новую ноду, и нам надо, во-первых, добавить subdivide на вот этот вот plane, поэтому мы так, subdivide mesh получаем, и по идее, да, вот по идее, видите, мы не деформируем именно сам наш объект, вот, мы просто накидываем на него вот такую вот сеточку, по сути, вот мы можем сделать вот так, вот так. Я думаю, что вот этого должно хватить, но мы сейчас будем смотреть. Так, далее мы добавляем instance on points. Instance on points. Вот. И затем мы перетаскиваем вот эту вот коллекцию вот сюда. Инстансы мы подключаем в инстансы. Так. Чуть-чуть. Даже не то, что чуть-чуть, а подлагивает. Так. Давайте здесь separate children включим, чтобы в дальнейшем у нас, ну, скажем так, они все не появлялись в одной точке. То есть, смотрите, вот сейчас стало меньше лагать, просто потому что до этого у нас на каждом инстансе был каждый вот этот вот объект. А когда мы выбираем pick instance, тогда они, ну, рандомно, по сути, распределяются по вот этой вот, собственно, сетке. Далее мы добавляем, нам надо... Во-первых, кстати, им scale изменить. Давайте сделаем как. Мы возьмем random value. Так, random value. А затем нам надо, по сути, делать рандомный подъем только по оси Z. Поэтому мы ищем combine XYZ, чтобы мы могли вот этот вот value подключить только к Z. Здесь регулировать именно значение. А сюда давайте, не знаю, что-то подберем. 0.06. И подключим это к скейлу. Как вы видите, уже оно работает достаточно таки
хорошо, но тут надо с ним еще немножечко поработать, потому что Z слишком высокий. Поэтому давайте чуть более спокойно это все сделаем. Так, мне кажется, как будто бы слишком много сабдивайдов. Так, вот так вот лучше. Возможно, мы сейчас конус удалим, потому что он создает вот такой вот неприятную щель на самом деле. Давайте его перенесем куда-то в другую коллекцию. Вот. Так, тут у нас такая достаточно интересная история сейчас получилась. Так, давайте попробуем еще раз класснуть, чтобы оно, не знаю, почему-то оно не хочет теперь рандомно отрабатывать. Давайте попробуем еще раз перенести вот эту вот вещь сюда. Instance, separate children. Довольно-таки странно отрабатывает. Начал странно отрабатывать вот это вот объектик, то есть он как-то на мультирезолюшене вот этом вот 4. Что-то с ним случается, потому что он, видите, вот начинает как-то повторять одни и те же объекты. Хорошо, а если мы возьмем просто этот куб? Хочу-ка я его взять и Ctrl-V опять же таки сюда перенести. Может быть, это немножко исправит нашу ситуацию. Так. Сида у нас тут, в принципе, никакого-то, я вижу, нету. А если взять вот этот вот Subdivision, сделать вручную. Так, Subdivide. Ну вот да, теперь он почему-то отрабатывает. То есть очень интересно вот этот вот Subdivision работает. Ну ладно. Нам удалось добиться того, чего мы хотели. Сделали вот такую вот, по сути, рандомную сетку. Так, я смотрю насчет близости вот этих вот объектов. Возможно, стоит их сделать чуть-чуть ближе. Давайте 0,065. Не будет ли оно налезать один на другой? Нет, но это слишком близко. 0,63. Вот, как-то даже так близко. 0,61. Вот так, я думаю, будет нормально. Теперь нам нужно взять... Так, получается, у нас шейдинг сглаженный, хорошо. Затем нам надо взять и накинуть на эту всю историю материал. Давайте создадим материал. Затем добавим ноду setMaterial. Подключим ее сюда. Здесь выберем, собственно, наш вот этот вот материальчик. И теперь нам надо, собственно, давайте в режим материал превью перейдем, чтобы видеть. Так, и Face Orientation у нас все хорошо. Все, теперь мы можем перейти в шейдинг. Давайте добавим Object Info. Color Ramp. Так, и здесь рандом подключаем к Color Ramp и цвет к Base Color. Теперь мы видим то, что у нас рандомно вот так вот расположились цвета, но нам надо их вручную добавить. Мы выбираем Constant, чтобы у нас не было градации, но мы сейчас добавим вот дополнительные оттенки, но перед этим я бы хотел создать камеру. Давайте вот примерно из этого ракурса создадим камеру. GZZ, чтобы отдалиться, и выберем ортографику. Так, пока что вот сюда переключусь и чуть-чуть, наверное, ближе. Вообще хотелось бы сделать квадрат из этого. Поэтому так, вот так пойдет. Что мы здесь видим? Смотрите, у нас есть вот такие вот некоторые объекты, которые слишком прям они узкие. Вот если мы посмотрим, вот этот вот квадратик, он слишком сжат. Это потому, что в Geometry Nodes, вот здесь в Random Value мы его поставили минимальный, это 0, но нам это не подходит, поэтому мы поднимаем, давайте, до 100, но максимальный мы чуть-чуть увеличиваем. Вот, таким образом мы получаем вот, собственно, ну вот такой вот рандомный подъем. Вот. Без таких прям слишком тонких деталей. Вот, теперь у нас есть вот такая вот рандомизированная, по сути, сетка из вот таких вот объектов. Но я бы хотел еще меньше это сделать, чтобы оно просто не сильно поднималось. Так, шейдинг. Все, у нас вот это вот есть. Давайте, возможно, стоит чуть ближе камеру разместить. Перейдем в ортографик, scale и... Так, нет, наоборот. Как-то вот так вот.
Далее мы, конечно же, можем сделать с помощью солнца освещения, можем с помощью там HDRI-карты. Давайте пока что с помощью солнца просто это все разместим. И да, я черный пока что уберу, потому что он мешает. Какой-то такой вот сероватый пусть будет. Ctrl-B и выделяем вот это окошко, чтобы остаться только в нем, чтобы нас все остальное не смущало. Силу солнца мы выберем 9. Так, angle, то есть угол у нас будет, давайте, 3, чтобы было, ну, скажем так, компромиссно мягко. Так, давайте выберем какой-то поворотик. Ну, плюс-минус вот такой вот достаточно симпатичный. Можно сразу в Color Management взять, я думаю, что в кривых вот чуть-чуть вот так посерединке пододвинуть, чтобы сделать это все более контрастным. Далее нам остается только взять и накинуть дополнительные цвета, которые мы хотим видеть вот, собственно, здесь. Поэтому я накину еще больше пинов. Давайте у нас мы возьмем тут какой-то темно-синий, какой-то вот такой вот. Но затем мы вместо белого пусть он будет чуть-чуть такой желтоватый. Вот тут цвет пусть будет буквально желтый. Какой-то, может быть, вот такой вот. Здесь цвет пусть будет зеленоватый. Какой-то такой. Здесь пусть будет розовый. Что-то типа этого. И теперь, когда мы видим то, что у нас мы можем контролировать наши цвета, мы можем просто брать и вот так вот перемещать эти все ползунки, чтобы регулировать количество того или иного цвета. То есть чем больше цвета вот здесь на Color Ramp, тем больше этого цвета вот здесь у нас на рендере. Поэтому давайте мы сейчас возьмем и это все дело подрегулируем. То есть возьмем какие-то, возможно, более симпатичные цвета. Давайте какой-то такой огненно-оранжевый, что ли. Накинем красного, может быть. Или, может быть, красный лишний. Давайте посмотрим еще, что мы здесь можем. Такой вот ближе к бирюзовому, достаточно симпатичный. Может быть, вот этот вот темно-синий мы можем ближе к фиолетовому. Вот, таким образом у нас получается очень симпатичная палитра. Давайте доработаем желтый. Вот, и сейчас мы получили, собственно, ну, тот рендер, о котором я говорил изначально. Может быть, даже еще лучше. Нам стоит здесь поработать над регулировкой цветов. Так, и что-то такое вот мы, собственно, и получаем. Далее, что мы можем с этим сделать? Вообще, мы можем чуть-чуть понизить экспозицию, чтобы цвета стали более насыщенными. Затем мы можем перейти в камеру и включить глубину кадра. Так, ну вот даже вот так вот это будет достаточно-таки симпатично. Да, хорошо. И теперь мы можем взять и, например... К слову, достаточно-таки интересный эффект можно получить, если пробовать разные вещи в Principled BSDF. Например, мы подключим к цвету для эмишена и возьмем, например, солнце, выключим. Ну, то есть уже что-то интересное из этого можно вот придумывать, вот как вы видите. Вот, то есть какие-то более интересные эффекты, нежели то, что я показывал изначально. Можно взять, условно, Subsurface включить, взять цвет, подключить к радиусу, потому как радиус, он, по сути, тоже состоит из 3 ползунков RGB, которые могут быть использованы так или иначе. И тоже, вы видите, появляется такой вот интересный эффект. Там можно повышать скейл и делать из этого прям, ну, очень такие необычные, интересные вот, собственно, эффекты. Но Subsurface я пока что пользоваться не буду, поэтому ладно. Давайте желтый, может быть, чуть-чуть понасыщеннее сделаю. Так, и теперь, может быть, вот этот белый стоит сделать чуть-чуть другого оттенка. Ну, это уже, как вам больше это будет, собственно, нравиться. Мы можем взять теперь, отрендерить это дело и поставить сэмплы 256, например. Denoise, в принципе, включен. Нажимаю F12. Так, да, вот вы видите, вот такая вот штука происходит. Это потому что вот эти объекты не скрыты от рендера. Все, мы их скрыли. Вот этот вот мы тоже скрываем. И опять нажимаем F12.
И мы рендерим вот эти наши объекты. Ждем. Ждем. Так, вот такой вот рендер мы получили. Мы можем перейти теперь в композитинг. Use Nodes. Затем Viewer добавить, чтобы видеть то, что мы меняем. Вот. Затем мы можем просто добавить, например, контраст. Brightness контраст. Подключить вот сюда к Viewer. Вот так будет удобнее. Hue... так, нет, не Hue Correct. Hue Saturation Value. И можно даже брать вот так вот Hue крутить, и он будет менять буквально оттенок для вот этой всей нашей вот штучки. Ну вот что-то... Вот что-то вот такое вот мы можем... Давайте что-то такое вот оставить. Контраст мы можем там повысить. Побольше его поставить, вот как вы видите. Давайте на 2. Brightness на 0,5. Ну, не сильно что-то меняет. Такой это слишком много. Это тоже много. 3. 2. Вот, теперь, когда мы нажимаем F11, мы можем вот здесь вот этот вот рендер, он теперь, так как мы подключили к Composite, теперь мы можем просто сохранить картинку и, там, не знаю, при желании, конечно, доработать в фотошопе, а при желании просто уже ею пользоваться и доработать дальше это все в композитинге. Вот, на этом у меня все. С вами был Назарий. Поделитесь этим видео, пожалуйста, поставьте лайк и напишите комментарий. Стараюсь сделать необычный контент, поэтому хотелось бы получать какой-то фидбэк в целом по тому, что я делаю. Вот, на этом у меня все. Всем спасибо и всем пока.